В этом видео я поделюсь очень крутыми своими новыми находками, я ими довольна, и я думаю, что будете довольны вы и найдете то, что искали в этом видео. Поехали! Первая нейронка, ребят, ждала я ее выпуска больше года, и наконец-то это свершилось, и оно, кстати, того стоило. Молодцы, ребята! Что это за нейроночка? Это нейросеть, которая генерирует сайты с полного нуля, так и с помощью AI-генератора. Это нейросеть Dora AI. И помимо здесь создания сайта за минуту по запросу, сюда также встроен конструктор, как в Figma. То есть после генерации сайта мы можем за пару кликов заменить, подвинуть, добавить какую-нибудь кнопочку, текст, картинку. Более того, этот инструмент поддерживает 3D-фреймворки, с помощью которых уже можно создавать реально крутые дизайнерские 3D-веб-сайты. Как она работает? Мы на нее заходим, и мы здесь пишем наш промпт. Например, создай лендинг для продажи бытовой техники со списком товаров, описаниями, ценами и кнопочкой покупки. Сосредоточьтесь на удобстве для пользователя. И вуаля, у меня получается 4 классные вариации сайта уже с уникальным дизайном, со всеми кнопочками, заголовками, шапками и подвалом. Я нажимаю «Опубликовать», и мне выдают ссылочку на сайт. И это был простой вариант генерации, то, что делают другие люди. Но уже, кстати, на порядок интереснее, потому что все эти картинки сгенерированы нейросетью, и они довольно хорошего качества, мне это нравится. Но что делает ее уникальной по сравнению с другими, а это именно полная кастомизация. Например, вот если чуть-чуть посидеть, что получилось у одного из парней. Ну прикольно же, очень интересный сайт. Или вот вообще, он сделал так, чтобы рыбка плавала по всему веб-сайту. Дора у нас не бесплатная, она у нас стоит от $8 и до $20 за создание и, соответственно, ежемесячную поддержку сайта. А так тестируем, ссылочка будет в описании. Второй инструмент, а именно бот GPT в чате GPT, который напишет для вас очень крутые промпты для Midjourney. Обязательно посмотрите, у Midjourney огромное обновление. Так вот, чтобы генерировать очень качественные картинки, можете использовать вот этот бот, который будет генерировать промпты именно под Midjourney и именно для новой версии, для новой 6-й версии. Просто пишем в чат, что мы хотим получить, и GPT сгенерирует нам целых 5 промптов. Например, я попросила сгенерировать люксовую комнату, вид изнутри и чтобы окна были панорамные в пол. Я получила вот эти 5 промптов, и теперь мне нужно просто скопировать, вставить в Midjourney и получаю вот такие вот результаты. Ну, согласитесь, что выглядит офигенно. Да, есть, конечно, исключения, там, например, последний результат не очень, как будто не в тему. Но на ютубе очень много видео, знаете, по такие релакс-музыку генерируют именно в Midjourney картинки и потом подставляют обложку на такое видео. Скорее всего, вы встречали такие видео. Следующий инструмент может заставить ваше любое фото двигаться, как вы этого хотите. Эта нейросеть, она может оживить как ваше фото, также и сгенерировать персонажа, например, и оживить его. Заходим в приложение, загружаем туда свое фото и загружаем видео, движение которого вы хотите, чтобы, например, вы танцевали. Затем выбираете фон, это зеленый или белый. Если вы хотите потом вас подставить в какое-то другое видео, выбирайте, соответственно, зеленый. И далее выбираем последнюю настройку off или on. Если мы хотим качественное видео, то выключаем on. Но знайте, что если вы выберете качественное видео, тогда генерация будет очень долгая. Окей, нажимаем сделать, и вот такое вот видео у меня получилось. Неплохо. А с помощью следующей нейронки вы можете примерить любую вещь на себя, чтобы, например, знать, подойдет ли она вам перед покупкой. Или вы можете использовать для бизнеса, наоборот, надевать на моделей свою одежду. Работает она бесплатно, она работает на Hugging Face, генерирует быстро, нет кучи ползунков всяких ненужных. Можно выбирать отдельную какую-то область генерации, например, я хочу примерить только вверх, они составят тот же и так далее. В общем, что нужно сделать? Мы слева загружаем наше фото, а справа загружаем, соответственно, одежду, которую мы хотим примерить. И нажимаем Run, и вот такие вот результаты мы получаем. Будет очень полезно, я думаю, для продавцов одежды, либо наоборот, вы захотите сейчас создать такой бизнес. Что важно сказать, ребят, она очень хорошо работает на моделях, которые загружены в нее, поэтому, в принципе, если вы, наоборот, хотите продвигать вашу одежду на моделях, то здесь они будут смотреться классно. Если же вы хотите на себя примерить какую-то одежду, то здесь я бы рекомендовала загружать прям фото в очень хорошем качестве, хорошими параметрами, где нейросеть то четко вас считает, потому что если вы загрузите некачественное фото, то, возможно, одежда будет смотреться нелепо, как, например, у меня вот здесь вот. В общем, поняли, да? И также здесь есть шкала настроек, тоже с ней поиграйтесь, если вам что-то будет не нравиться. Следующая нейросеть у нас Jeddah AI.
Блин, ребят, очень крутая нейронка, мне она безумно понравилась, я думаю, что понравится вам тоже. В общем, это нейронка, которая может превращать ваши идеи, либо ваши данные в визуализацию, визуализировать их. То есть это как фоторедактор для наших идей и для наших скучных документов. Например, если у вас есть идея для какого-то проекта, то Джеда может помочь ее визуализировать. Либо, если у вас есть уже ваши какие-то документы, они скучные, но чтобы их красиво показать в цветах, сделать из текста, иконочки класса, тоже загружаем свой документ с данными, и он его визуализирует. Сейчас чуть-чуть позже покажу, что я сделала со своими данными. И также этот инструмент еще можно использовать как в веб-версии, так и скачать к себе на ПК, что может быть очень удобно. Окей, получаем довольно классный инструмент, сейчас покажу, как его использовать. Например, я сюда загрузила свою вымышленную табличку с данными Excel и написала: сегментируй мне всех людей по категориям. И с моей таблички он сделал вот такую вот первую визуализацию, посмотрите, как красиво. Добавил цвета, распределил все, сегментировал, все классно. Потом я с этого же документа попросила его сегментировать людей по уровню заработка и профессии. И он мне вот такую вот табличку прикольную составил. Либо я попросила сегментировать людей на основе профессионального бэкграунда и их интересов. Вот такая вот интересная табличка. И это только были 3 вариации, плюс все это можно менять. То есть, если какой-то вам объект не понравился, вы можете на него нажать и попросить перегенерировать, то есть какой-нибудь другой дизайн сделать. Мне безумно понравился, я думаю, что вам тоже будет очень сильно актуально. На сайте еще можете посмотреть на сайте, какие есть другие вариации его использования, потому что на самом деле вариаций очень много, и даже может не хватить бесплатных кредитов, чтобы это все протестировать, поэтому сразу же посмотрите, изучите, что можно сделать, чтобы вы тестировали уже для своего личного дела. Она у нас бесплатная на 3000 токенов, карма токенов, а подписка начинается от $10 в месяц. Следующая нейроночка очень интересная, называется она Time Frames, и она вам позволяет делать разные видеозаставки, генерировать видео, либо редактировать ваше существующее видео. Мне здесь понравилось 2 функции, я вам сейчас покажу, но так на самом деле здесь есть намного больше. Мне понравилась функция, которая может создавать такие эффектные заставки текстом, возможно, вы видели вот типа такого. Вот, это здесь можно создать. Для этого мы заходим на сайт, регистрируемся через Google, дальше вписываем наш текст, выбираем цветовую палитру, трек, под который это все будет двигаться в такт, нажимаем «Сгенерировать» и получаем вот такое вот видео. Мы, кстати, такие видосы очень часто использовали в рекламе наших продуктов, потому что это эффектно, это обычно какая-нибудь такая взрывная музыка, и ты пишешь самые какие-то главные вещи, а потом уже может начинаться видео. Либо вообще все видео может быть таким. Можно потом добавить каких-нибудь элементиков и использовать. И вторая функция, которая мне здесь понравилась, это если у вас есть какие-нибудь видео, и они, допустим, зашли, и вы хотите их немножечко перемонтировать, то здесь вот сюда вы можете загрузить его, и оно его уникализирует. Например, оно может добавить озвучку, либо сделать небольшой ремонтаж этого видео, и тем самым можно загрузить это видео повторно. И помимо этого здесь есть еще функция генерации просто видео с текста. Я не люблю такие видео, я их точнее не использую, но если бы у меня была цель не разговорного канала, где нет меня, то почему бы нет, очень сокращает время. Здесь вы просто вписываете текст, выбираете голос автора, выбираете музычку, которая будет на заднем плане, и вам генерируется вот такое вот короткое видео. In this short yet informative video, we uncover the secrets of effective time management for busy entrepreneurs. The main focus is on the Pomodoro technique, a simple yet powerful tool that helps improve concentration and productivity. То есть здесь, смотрите, какой минус сразу же. Здесь голос сначала идет, а текст немножечко отстает. Поэтому это все можно будет сделать на монтаже. Здесь это все возможно. Здесь после того, как сгенерировалось видео, вы вверху можете его подредактировать. То есть вы можете заменить какой-то картинки, заменить видео, заменить голос, сделать, например, текст быстрее, чтобы он выходил и так далее. В общем, интересный инструмент, можете использовать, потому что я знаю, что очень много комментариев я вижу, где вы просите какие-то редакторы для видео, либо видеогенераторы. В
Вот, пожалуйста, один из них. И следующим инструментом у нас будет очень крутой GPTs, бот GPTs, который поможет вам установить сложные программы. Я знаю, что я часто даю некоторые программы, например, на Hugging Face, либо там те же Stable Diffusion, либо просто нейронки, которые вы сами нашли, но вы не можете их установить, потому что требуется там взаимодействие с GitHub и так далее. В общем, этот GPTs поможет вам это сделать. И работает он действительно хорошо. Что вам нужно? Вам нужно будет всего лишь написать: помоги мне установить вот этот инструмент на мой Mac. Вы предоставляете ему ссылочку, какой именно инструмент, допустим, репозиторий с Replit, и он уже выдает прям полноценную инструкцию, как его установить. Не благодарите, но лайк все-таки поставьте. Следующий инструмент я добавила, потому что очень часто получаю вот такие вот запросы. Благодаря нему мы можем теперь создавать свои собственные истории с помощью нейросети и озвучивать их. Сейчас покажу. Очень красиво получается. То есть после регистрации нажимаем «Создать с AI», выбираем «Free Trial», тип написания. Ну и далее нам открывается уже окно, где нужно будет задать настройки самой книги. Тут мы выбираем язык, русского здесь нет, жанр, возрастное ограничение и стиль написания, а также количество страниц. Ну и, соответственно, о чем будет наша книга. Затем нажимаем «Сгенерировать», и нам генерируется outline. И если он вам нравится, какой каждый параграф за что отвечает, нажимаем «Сгенерировать». И получаем книгу с обложкой, с главными героями и даже их картинками. И хочу ответить, что книга ничуть не скажет, что написана нейросетью. Очень увлекательно. Далее добавляем озвучку нашей книги и слушаем, что получилось. As he worked, Alex couldn't help but feel a growing sense of connection to the ancient text, as if the very act of deciphering its secrets was forging an unbreakable bond between him and the parchment. Звучит очень хорошо, выдержаны все паузы, и аудио также можно скачать. Чтобы написать книгу дальше, нам нужна будет Pro-версия. Она у нас стоит $10. И думаю, с такими книжечками или короткими историями даже можно выходить в шортсы или на YouTube. И напоследок, нейросеть Glish-Lish. Нейросеть для обучения иностранному языку. Тут основная фишка в том, что ты учишься разговаривая. То есть в этом инструменте тебе нужно именно говорить, отвечать на вопросы голосом. А также крутой фишкой считается то, что ты можешь здесь выбирать конкретную ситуацию, например, в аэропорту, на почте, чтобы изучить как раз конкретные базовые вопросы и ответы, которые ты потом можешь использовать в той или иной ситуации. Здесь есть разные планы подписки, и здесь есть также бесплатная. Так что ты можешь начать без всяких обязательств. Заходим на сайт, нажимаем большую кнопку Speak Now for Free и далее выбираем язык, который мы хотим выучить. Далее выбираем, мы будем общаться просто с учителем, либо смоделируем какую-нибудь ситуацию. Выбираем подходящую ситуацию, я выбираю, например, попросить незнакомца о помощи. И загружается курс. Далее нам начинают задавать вопросы, а мы должны на них отвечать. Проговаривать это все на английском языке. И если ты не отвечаешь, то ты просто не получишь следующий вопрос. Это было все на сегодня. Пишите в комментариях, какие инструменты вас еще интересуют. Ну и по традиции, благодарочка, лайк. И у меня, кстати, было день рождения 3 дня назад, поэтому буду очень благодарна, если вы напишите комментарий и поможете рассказать про эти инструменты вашим друзьям. Ну все, ладно, пока.